Добрый день всем! Большинство родителей, обратившихся к нам с задержкой речи, имеют возраст от 1,5 до 2 лет. Итак, всех мучает вопрос, ЗПР это или аутизм? Задержка психоречевого развития, она очень похожа по чертам на расстройство аутистического спектра, потому что там и там ребенок недопонимает речь, соответственно, не будет откликаться на имя, не выполняет сложные инструкции, нет указательного жеста. Это характерно для ЗПРР. Итак, если ребенок недопонимает речь, он не будет говорить, соответственно, не будет выполнять инструкции, соответственно, он не может участвовать в сложной ролевой игре. И, соответственно, будет иметь нарушение коммуникации. Вот это единая природа как раз пугает родителя и путает со страшным диагнозом аутизм. А также давайте проверим, дети такие более медленные с задержкой речи, значит, они будут медленнее все выполнять, значит, у них игра будет носить простой, однотипный характер, нет ролевой сюжетной игры. У таких детей с задержкой психоречевого развития нет навыков, то есть они не просятся на горшок, не пьют из кружки, не едят ложкой. Соответственно, действия их носят стереотипный характер. То есть либо однотонное выкладывание, либо бегание по кругу, значит, что-то более простое, чем положено уже по возрасту, что тоже сближает нас с этим диагнозом. Итак, как же проверить? Вот если развитие ребенка было задержано на ранних этапах, то есть как до года он не говорил, так и не говорит в 1,5 года, это все-таки относится к задержке психоречевого развития. Если же наступил регресс, то есть речь была до 1,5 лет, ребенок играл с другими детьми и вдруг резко все утратилось, то это все-таки ближе к чертам аутизма. И в одном и в другом случае нужно разбираться в причинах. Ну, к задержке психоречевого развития, как мы знаем, способствуют тяжелое течение беременности, гипоксия, анемия, обвитие пуповины вокруг шеи, да, разные факторы перинатального характера. Далее, хронические заболевания у ребенка до года, пневмония, анемия, диатезы, да, тоже будут способствовать. Следующий фактор – это фактор депривации, прерывание общения с мамой. Например, работающая мама, например, если ребеночка положили в больницу на какой-то срок, например, отсутствие или переезд в какое-то время, а также фактор вакцинации. И социальная депривация – это когда ребенок большое количество времени проводит перед телевизором. То есть это наши дети на гаджетах. Если последние 3 месяца ребенок 1,5–2 часа был на телевизоре, то, скорее всего, это задержка психоречевого развития. Во всех случаях следует обратиться к врачу-неврологу. Как раз он разберется в причинах и проведет диагностику. Ну, а в следующем видео я покажу вам ряд тестов на задержку психоречевого развития. Смотрите нас, подписывайтесь на наш канал. Всего доброго вам!